Добро пожаловать на канал Василя Книц. В прошлом мастер-классе мы вязали манишку, а сегодня свяжем к ней шапку точно с таким же узором. И к макушке мы будем провязывать укороченные ряды. Я вязала в 2 нити, она получилась более объемная и плотная. Данную шапку я вязала на размер 55-56. В глубину шапка 21. Отворот здесь 9 сантиметров. Можно сделать отворот поменьше. Сюда я набирала воздушных петель 43. Эту шапочку я вязала на возраст 11 лет. Она поменьше. Здесь у нас глубина шапки 20 и отворот 8. На размер 53 я ее вязала. Сюда я набирала 36 воздушных петель. Макушку я не меняла. Делала точно так же, как и на взрослой шапке. Благодаря укороченным рядам у нас макушка шапки получается ровной. Также я покажу, как сделать бесшовное соединение. Вот здесь у нас идет шов. И по лицевой стороне его не видно. Для вязания я использовала пряжу Alize Lana Gold Classic. Здесь идет 49% шерсти, 51% акрил. В 100 граммах 240 метров. На шапку понадобится 1,5 мотка. Также понадобится крючок номер 6. Я вязала в 2 нити. Пластиковый глаз большим ушком для того, чтобы стянуть макушку. И маркеры. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Для того, чтобы вязать в 2 нити с одного мотка, необходимо одну нить взять снаружи мотка, а вторую вытянуть с центра. И тогда можно вязать в 2 нити. Делаем петлю. Заводим крючок. Провязали. Это первая воздушная петля. Далее вторая, третья и так далее. Набираем 43 воздушные петли. Итак, я провязала цепочку из воздушных петель, и в длину она у меня получилась в нерастянутом виде приблизительно 34 сантиметра. Итак, провязываем первый ряд, вяжем со второй петли от крючка, первую во вторую петлю вводим крючок и провязываем столбик без накида. Крайнюю петлю отметьте маркером, чтобы ее в следующем ряду не пропустить. Очень часто бывает пропускает, и тогда полотно начинает сужаться. Далее провязываем всего в первом ряду 33 столбика без накида и 9 петель не довязываем. Вводим крючок в следующую петлю, вытянули, второй столбик. Итак, провязываем 33 столбика без накида. Итак, я провязала 33 столбика, и в конце у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 непровязанных петель. В конце всегда делаем одну воздушную петлю для подъема, переворачиваем, вяжем второй ряд до конца, провязываем 33 столбика без накида, провязываем, захватывая только заднюю стенку петли. Вяжем со второй петли от крючка, первая со второй, заднюю стенку петли, провязываем столбик без накида и крайнюю петлю отметьте маркером. Далее захватываем следующую петлю за заднюю стенку, таким образом провязываем до конца. Здесь покажу, как провязать последний столбик. Последний столбик провязываем, захватывая обе стенки петли. То есть мы захватываем не только заднюю, но и переднюю стенку. Это делается для того, чтобы край у нас был ровный. Здесь у нас будет низ шапки.
где у нас кончик нити, здесь у нас будет формироваться макушка. Итак, далее вяжем третий ряд, делаем одну воздушную петлю, перевернули, вяжем также со второй петли от крючка, захватывая только заднюю стенку петли, провязываем столбик без накида, отмечаем крайнюю петлю, далее следующую, провязываем до ступеньки, и здесь я покажу, как спустимся мы вниз. Здесь мы провяжем дополнительно еще 4 петли, и получается в третьем ряду у нас будет уже 37 столбиков без накида. Я довязала до маркера. Вот она, последняя петля. Сейчас мы ее провяжем. Здесь у нас есть вот такая вот перемычка. Будем вводить крючок под перемычку, опустимся вниз, и здесь еще провяжем 4 петли. Также провязываем, захватывая заднюю стенку петли. Далее вводим крючок под перемычку, находим следующую петлю, вот она внизу, вытянули, и у нас на крючке образовались 3 петельки. Их все вместе провязываем. Далее провязываем еще 3 столбика. И в конце у нас осталось 5 петель не провязанных. 1, 2, 3, 4, 5. В конце делаем одну воздушную петлю, перевернули. Также крючок заводим во вторую петлю от крючка за заднюю стенку. Провязали, отмечаем крайнюю петлю маркером. И до конца ряда вяжем столбики без накида. В четвертом ряду получается у нас будет 37 столбиков. И самую последнюю петлю провязываем, захватывая обе стенки петли. В конце делаем снова одну воздушную петлю, перевернули, вяжем 5 ряд, провязываем со второй петли от крючка, провязываем 37 столбиков без накида, довязываем до вот этой ступеньки, вот где у нас маркер. Здесь мы опустимся вниз и провяжем оставшиеся 5 петель. Провязываю последнюю петлю. Далее находим сбоку перемычку, вводим крючок в перемычку, опускаемся вниз, вытягиваем и провязываем через 2 петли на крючке. Провязываем соединительную петлю. Далее в следующую через петлю на крючке, третья, четвертая и пятая. Соединительные петли старайтесь вязать свободно. Далее в конце снова делаем одну воздушную петлю, перевернули. Теперь провязываем 5 соединительных столбиков со второй петли от крючка за заднюю стенку. Провязываем первый соединительный, отмечаем маркером. Второй. Третий. Четвертый.
и 5. И далее до конца вяжем столбики без накида. Также за заднюю стенку петли. Провязываем до конца. И в конце также за обе стенки петли провязываем последний столбик. Я провязала 6 рядов. Далее у нас ряды повторяются. 7 ряд вяжется точно так же, как и первый. Провязываете 33 столбика, 9 петель не довязываем. Далее воздушная петля, перевернули и вяжем в обратном порядке. Все повторяется с 1 по 6 ряд. Не забываем в конце всегда делать одну воздушную петлю для подъема. Вяжем всегда со второй петли от крючка. Первая со второй. Провязываем все ряды, захватывая только заднюю стенку петли. Где макушка, провязываете соединительные столбики более свободно. Здесь, где макушка, можно захватывать только заднюю стенку петли. И крайние петли старайтесь отмечать маркером, чтобы их не пропустить. Итак, я провязала всего 10 клиньев. Это на размер 55-57 где-то. У вас может быть другое количество клиньев. Последний ряд у меня закончился внизу шапки. Сейчас мы вот таким образом ее сложим и будем прошивать. Находим здесь самую крайнюю петлю. Захватили, вытягиваем. Далее заводим в следующую. С этой стороны находим вторую петлю и заводим за заднюю стенку. Вытягиваем и провязываем соединительную петлю. Вот я прошила до конца. Теперь оставляем кончик нити для того, чтобы стянуть макушку. И нить полностью вытягиваем. Продеваем нить в иглу. Теперь необходимо стянуть макушку. Вот здесь есть вот такие петельки. Вот под них заводим иглу. Как собрали петельки, аккуратно стягиваем и еще раз иглой проходим по кругу. Шапочки наши готовы. Вот такая получается ровная макушка. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. У меня есть много других мастер-классов. И вяжите вместе со мной.